Ты слушаешь Радио Мария. – 29 января. Прямой эфир главных новостей Израиля на Радио Мария. Здравствуйте. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Вечером 28 января из сектора Газа была выпущена одна ракета по южному городу Ашкелон. По данным местного муниципалитета, снаряд был перехвачен системой ПВО «Железный купол». Сообщений о пострадавших не было. На кадрах, которые вы сейчас видите на YouTube-канале Радио Мария, зафиксирован пуск ракеты из сектора Газа. Давайте посмотрим. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил соболезнования семьям американских военнослужащих, попавших под огонь в Иордании. Цитирую: «Мы едины в наших ценностях и сражаемся против общего врага», пишет Кац в соцсети X. «Их жертву всегда будут помнить. Покойтесь с миром». Кац также желает скорейшего выздоровления примерно 30 военнослужащим, которые пострадали в результате того же нападения. Напомню, что ранее американские военные сообщили, что в результате удара беспилотника по территории Иордании возле границы с Сирией 3 военнослужащих лишились жизни, 34 попали в больницу. Президент США Джо Байден сказал, что нападение осуществили вооруженные группы, которые поддерживают Иран. Главные новости Израиля. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтверждают, что четырехсторонняя встреча по поводу возможной сделки по освобождению заложников между США, Израилем, Катаром и Египтом состоялась в Европе и называет дискуссии, цитирую, конструктивными. Также добавляет, что по-прежнему существуют значительные пробелы, которые стороны обсудят уже на этой неделе на дополнительных встречах. В ЦАЛе сообщили, что днем 28 января нанесли еще один удар по целям Хизбаллы на юге Ливана. До этого с территории Ливана было выпущено несколько ракет по приграничным городам севера нашей страны. Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по командному центру Хизбаллы, а также дополнительной инфраструктуре на юге Ливана. Главные новости Израиля. Министр обороны Израиля Йоав Галлант прокомментировал, что в то время как лидеры Хамас в Катаре наслаждаются жизнью полной роскоши, командиры террористов Хамас на местах в секторе Газа погибают и сдаются тысячами. Выступая перед резервистами 11-й бригады ЦАЛя, которая вернулась со службы в секторе Газа несколько дней назад, Галлант комментирует, что благодаря их действиям внутри анклава, управляемого Хамасом, Израиль теперь проводит переговорный процесс по освобождению заложников. Цитирую: «Террористы, которым нравятся роскошные автомобили, самолеты и отели, пытаются ужесточить свои требования. Те, кто находится на местах, прекрасно знают, что происходит. Сотни террористов сдаются, запасы их оружия уничтожаются. Пока у нас есть заложники в секторе Газа, мы не имеем морального права прекращать поиск женщин, детей и солдат, которые там находятся. Мы должны продолжать идти до конца». Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант. После скандала, работающее в палестинской автономии секторе Газа, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организация работ объявило о том, что уволило нескольких своих сотрудников. Напомню, что Израиль предоставил этому агентству информацию о том, что их сотрудники 7 октября участвовали в нападении на Израиль и делали это вместе с террористами Хамас. Цитирую: «В целях сохранения нормальной работы агентства, которое прежде всего заключается в доставке гуманитарной помощи, мы решили немедленно расторгнуть контракты с подозреваемыми сотрудниками и начать расследование, чтобы безотлагательно установить истину». Об этом заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Представитель генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша подтвердил, что его проинформировали о чрезвычайно серьезных обвинениях к сотрудникам агентства. Цитирую:
Любой сотрудник ООН, причастный к нападению, будет привлечен к ответственности, в том числе посредством уголовного преследования, говорится в заявлении главы ООН. Секретариат готов сотрудничать с компетентными органами. Напомню, что Израиль уже много лет критикует Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, утверждая, что школы, которыми управляет агентство, использовались Хамасом для террористической деятельности и что они используют антиизраильскую учебную программу. Также после нападения 7 октября израильские официальные лица обвинили некоторых сотрудников агентства в том, что они праздновали нападение Хамаса в социальных сетях. Главные новости Израиля. The Wall Street Journal сообщает, что после 114 дней боев в секторе Газа до 80% туннельной системы Хамаса под сектором Газа все еще могут оставаться нетронутыми. В докладе цитируются официальные лица Израиля и США, а также отмечается, что трудно оценить, какая часть подземного лабиринта уже разрушена израильскими войсками. В материале говорится, что некоторые туннели были затоплены, однако прогресс идет медленно, поскольку подземные переходы необходимо нанести на карту, а также проверить на наличие мин-ловушек и заложников. Только после этого израильские силы смогут эти туннели уничтожить. Предполагается, что лидер Хамас Яхья Синвар, а также другие командиры террористов Хамас скрываются под землей. The Wall Street Journal цитирует израильских официальных лиц, которые заявили, что главарь террористов в Газе, как полагают, находится в командном центре в туннеле под Хан-Юнисом. Там он пребывает с некоторыми заложниками. И как только что стало известно, участники переговоров по освобождению заложников разработали предварительное соглашение, объединяющее требования Израиля и террористов Хамас, согласно которому заложники будут освобождены, а боевые действия приостановлены на срок до 2 месяцев. Об этом пишет The New York Times. На первом этапе боевые действия прекратятся примерно на 30 дней, пока Хамас освободит женщин, пожилых людей и раненых заложников. В течение этого периода обе стороны проработают детали второго этапа, который приостановит военные операции примерно еще на 30 дней в обмен на израильских солдат и гражданских лиц мужского пола. Соотношение палестинцев-заключенных, которые будут освобождены из израильских тюрем, еще предстоит обсудить, но это рассматривается как решаемый вопрос. Сделка также позволит увеличить объем гуманитарной помощи в Газу. Напомню, что Хамас требует полного прекращения огня, но газета «Таймс» сообщает, что официальные лица, близкие к переговорам, полагают, что Израиль остановит войну на 2 месяца и, скорее всего, не возобновит ее так же, как он вел ее до сих пор. Много израильтян считают, что такое соглашение неуместно. Остановка боевых действий в Газе на 2 месяца даст Хамасу возможность пополнить свои запасы и готовить новое 7 октября. Напомню, что на правительство Израиля продолжается давление Вашингтона об уменьшении интенсивности боев, а также семей заложников, которые регулярно устраивают протесты в Израиле, призывая к отставке премьер-министра, возвращению похищенных и новых выборах. Добавлю, что если прекращение огня на 2 месяца будет одобрено, то из израильских тюрем выйдет большое количество террористов. Продолжаем главные новости Израиля на радио Нария. Напомню, что на нашу радиостанцию совершается атака недоброжелателей. Чтобы не потерять связь с нами, подпишитесь уже сейчас на наш резервный YouTube-канал. В случае, если мы не сможем выйти в эфир на этом канале, эфиры начнут выходить на резервном канале. Ссылка на него в первом закрепленном комментарии под этим видео. Конечно же, ваша поддержка нужна нам и на нашем основном канале, на котором вы сейчас смотрите эти новости. Поставьте лайк этому видео, напишите свой комментарий, а также подпишитесь. Под видео есть колокольчик. Нажав на него, вы не пропустите следующий прямой эфир. Также спасибо всем нашим спонсорам. А мы продолжаем. Главные новости Израиля.
Военная полиция Израиля арестовала бойца Голани из 13-го батальона по подозрению в краже боеприпасов у армии обороны Израиля, а также продаже краденого. Сообщается, что солдат недавно вернулся из сектора Газа. Подозреваемый боец был арестован после того, как он пытался продать краденое. В последние несколько дней следственная военная полиция получила разведданные, которые подтвердили информацию, что солдат, воевавший в Газе, хотел продать боеприпасы. С солдатом связался человек с военной полиции под прикрытием, который играл роль покупателя. Сразу после продажи солдат был арестован. Ответ представителя ЦААля, цитирую: «Солдат был арестован по подозрению в продаже различного оружия. По сообщению военной прокуратуры, его содержание под стражей для следственных действий было продлено окружным военным судом до 31 января этого года». Мать Седрика Грина получит израильское гражданство после того, как ее сын пал в бою в секторе Газа на прошлой неделе. Об этом сообщил министр внутренних дел Израиля Моше Арбель. Седрик Грин был единственным ребенком в семье. Отца депортировали, когда Седрику было 2 года, но мать осталась с сыном в Израиле в качестве временной жительницы. Седрик Грин получил израильское гражданство уже после прохождения военной службы. В докладе говорится, что после того, как он пал в бою в секторе Газа на прошлой неделе, его мать теперь также получит гражданство. Люди пишут в соцсетях, цитирую: «Неужели нужно было ждать столько лет, чтобы получить гражданство, только тогда, когда твоего сына больше нет?» Конец цитаты. Министр внутренних дел Израиля Моше Арбель заявил, что родители Седрика Грина отдали стране самое дорогое, и мы должны быть рядом с ними в это время, говорит министр. По его словам, вопросы статуса и гражданства очень сложные, но необходимо помнить, что даже временный житель также имеет права, в том числе социальное обеспечение и возможность работать. На похороны сына на прошлой неделе на военной части кладбища Кирьят-Шауль смог приехать и его отец, которого депортировали из Израиля 22 года назад. Он поблагодарил посольство Израиля на Филиппинах и посольство Филиппин в Израиле за решение о въезде. Мать Седрика Грина обратилась ко всем, цитирую: «Спасибо, что вы пришли. Мой сын хотел быть бойцом. Я не могла ему отказать. Он осуществил свою мечту, защищал и сражался за государство Израиль. Очень тяжело думать, что моего сына больше нет. Напомню, что если в семье один ребенок, он не может служить в боевых войсках, только если есть разрешение родителей. Нужно ли теперь матери гражданство Израиля? Что чувствует отец, которого депортировали, и он не мог видеть своего сына 22 года? Останется больше вопросов, чем ответов. Седрик Грин родился в Израиле, но всю свою жизнь боролся за то, чтобы его матери продлили временную визу. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова с вами в прямом эфире. До встречи.